Привет, друзья! Миграционная политика в Германии резко меняет курс. Канцлер Мерц все чаще говорит не о гуманности, а о полезности. На первый план выходит не прошение о защите, а сертификаты, дипломы, навыки. Если у тебя нет нужной профессии, въезд под вопросом. Это уже не идея, а разработанная стратегия, которую Мерц курирует лично. Будут квоты, но только на те специальности, которые не хватает в экономике. Медики, инженеры, разработчики – добро пожаловать. Именно на этом строится новый принцип отбора – меньше, но полезнее. Официально речь идет о стабилизации рынка труда. По информации, полученной из источников близких к комиссии по миграции, готовится новый набор критериев: знание языка, адаптационный потенциал, способность платить налоги уже в первый год. А сам Мерц, по словам одного из советников, хочет сделать из миграции инвестицию, а не расход. Но если мигрантам урезают пакеты, а экономика требует роста, то кто заплатит по счету? Давайте анализировать вместе. Социальный блок правительства получил тревожный сигнал. Независимая комиссия предложила новую минимальную ставку 14,6 евро в час. Но только к 2027 году. Сначала в 2026 рост до 13,9 евро. Официально забота о доходах населения, фактически это горячий политический картофель, который Мерц вынужден держать обеими руками. По информации, полученных через обозревателей, в деловых кругах растет паника, особенно в секторе услуг у малого бизнеса. Повышение минималки может означать массовую оптимизацию. Работодатели грозят: нам придется сокращать или уходить в тень. Как утверждают эксперты, сам Мерц в переговорах занял позицию посредника. Он не стал накладывать вето, но и не выразил открытой поддержки. Компромиссное решение – это дать ход, но без громкой огласки. Формально это решение принимает не правительство, а комиссия, как я сказал, но на практике все сводится к политической воле канцлера. И вот здесь начинается сложная игра. С одной стороны, это рост доходов, больше денег, выше потребления. С другой, это удар по найму в слабых секторах. Инсайдеры из коалиции говорят, что за кулисами идет жесткий спор. Профсоюзы требуют немедленного шага, бизнес просит заморозку. А сам Мерц пытается остаться над схваткой как модернизатор, а не сторонник одной из сторон. Но в любой момент ситуация может выйти из-под контроля, ведь рост цен и инфляция уже подогревают рынок. И вот тут начинается самое интересное. Деньги деньгами, но контроль над гражданами важнее. Слово «суверенитет» в Берлине теперь звучит не только в военном или экономическом контексте. Германия официально переходит к разработке собственного цифрового паспорта не на базе Евросоюза, не через Брюссель, а своими силами в партнерстве с локальными и международными IT-компаниями, которые не завязаны на Европейском Союзе. Платформа создается под кураторством Министерства внутренних дел и группы технических координаторов из ведомства здравоохранения и Минфина. То есть речь идет не просто о цифровой ID-карте, а об экосистеме. Это биометрия, здравоохранение, налоги, банковский доступ. Все в одном пакете. Такой подход уже получил неформальное название «цифровой суверенитет». По информации, появившейся в обзоре комиссии Bundestag Digital, проект готовится как экспериментальный, но теперь получил ускорение. Тестовые регионы – это Бавария и Саксония. Запуск по всей стране запланирован на второй квартал следующего года. И самое главное, без участия Брюсселя. Как пишут немецкие техноиздания, Европейский Союз отреагировал сдержанно, но внутри Еврокомиссии растет раздражение. Это первый крупный шаг к технологической автономии государства-члена, и Мерц это понимает. По словам одного из его советников, Германия не выходит из Европейского Союза, но перестает зависеть от него. Так формируется новая реальность, в которой Германия не просто участник общей европейской платформы, она создает свою параллельную с локальными правилами, собственным контролем и новыми цифровыми границами. Но давайте будем откровенны, за красивой витриной цифрового суверенитета прячется сломанная социальная витрина. Как мы уже с вами обсудили, новая цифровая система обещает скорость, безопасность и эффективность. Но вот беда, далеко не все в Германии готовы к цифровой реальности. Огромная часть населения по-прежнему не имеет доступа к смартфонам, стабильному интернету или элементарным цифровым навыкам. По данным Ассоциации цифровых разработчиков Bitkom, более 20% взрослого населения Германии не могут самостоятельно пройти онлайн-регистрацию в госуслугах.
Причина – это возраст, уровень дохода и отсутствие инфраструктуры. И это в стране, которая декларирует цифровую модернизацию. Местные власти в срочном порядке запускают курсы цифровой грамотности, где-то ставят бесплатные точки Wi-Fi, в некоторых федеральных землях выдают сим-карты с базовым доступом, но эксперты предупреждают, это лишь латание дыр. Впервые термин «цифровая нищета» официально прозвучал в отчете парламентской комиссии по социальной справедливости. И именно так называют ситуацию, когда гражданин технически исключен из системы. Он не может записаться к врачу, получить пособие, сдать налоговую форму. Между тем, федеральный центр продолжает наращивать цифровую инфраструктуру, будто бы не замечая растущего отрыва. И этот разрыв не технический, а именно социальный. Он ломает равенство, и по словам аналитиков, именно это может стать главным риском в следующем электоральном цикле. А теперь давайте посмотрим еще на одну ситуацию. И что происходит, когда Берлин требует, а регионы просто отворачиваются. Сначала это выглядело, что регионы отказываются выполнять поручения Берлина из-за технического сбоя. Один город, потом второй. Формально это бюрократическая задержка. Но на деле все иначе. Муниципалитеты начинают игнорировать указы Берлина, особенно по миграционной политике и цифровой идентификации. В крупных городах, по данным нескольких региональных изданий, начались внутренние тесты локальных систем. Их уже называют символическими автономиями. Мэрии все же отправляют отчеты наверх, а в кулуарах звучит прямая формулировка «Мы перегружены, мы делаем по-своему». Как сообщают источники, близкие к городским администрациям, в некоторых землях создаются параллельные регистры. Берлин на это не давал разрешения, но региональные власти ссылаются на чрезвычайную ситуацию, то есть рост потока, нехватка координации и цифровой коллапс. И это уже не протест, это новая система на местах. Федеральный центр пытается перехватить инициативу, но инструментов немного, денег не хватает, кадров тем более, а Европейский Союз предпочитает не вмешиваться, децентрализация – это внутреннее дело Германии. Мерц вынужден действовать, срочное совещание, попытки унификации, жесткие письма в адрес мэров, но давление снизу нарастает. Чем больше реформ, тем выше сопротивление. И чем громче Берлин требует дисциплины, тем тише города отвечают. И это уже не спор, это разделение. И вот мы с вами дошли до финала, где вся Германия стала ареной тихого цифрового раскола. Фридрих Мерц хочет выстроить жесткую вертикаль, сверху федеральный стандарт, снизу строгие исполнители, но реальность уже другая. Города двигаются в своем темпе, по своей логике и все чаще против центра. С одной стороны, это цифровые паспорта, фильтры по профессиям, новые миграционные алгоритмы. С другой, это хаос в регионах, где системы не синхронизированы, а решения принимаются совершенно стихийно. Все это формирует новую архитектуру, не реформу, а такой, скажем так, слоеный пирог. Источник из окружения Мерца признает, канцлер не может больше рассчитывать на автоматическое подчинение, даже внутри страны. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.